Привет! Чтобы видео стало для вас гораздо интереснее, я спрятал много различных отсылок. Попробуйте найти их все. GTA Online, как и любое в вашей жизни, рано или поздно приедается. Это нормально, и в этом нет ничего такого. Но почему некоторые могут играть в нее долгие годы, а другим, к примеру, быстро надоело? Как вернуть интерес к игре, и стоит ли вообще продолжать в нее играть? Попытаюсь объяснить. Для кого-то, наверное, это будет оправдание, я просто объясняю. Во-первых, весь мир не стоит вокруг одной игры, тем более GTA, и стоит делать паузы, чтобы пройти какую-нибудь добротную сюжетную линию или принести демократию в интересной по жанру для вас онлайн-игре. А во-вторых, не нужно строить себе геймплей вокруг одних и тех же игровых активностей. В игре представлено полно всего, чем можно заняться. Понимаю, что для некоторых активностей нужны другие игроки, а с рандомами играть не очень от слова совсем. Поэтому предлагаю вам написать комментарий под видео со следующим построением. Платформа, на которой вы играете, ник, по которому вас можно найти, и способ связи. Можете также указать возраст, если для вас это имеет значение. А если вы играете на PlayStation 5 и до сих пор не подписаны на мою телегу, то срочно переходите по ссылке в описании. Там я буду уведомлять вас о различных сходках с целью поиграть толпой, как в старые добрые. Об этих славных деньках расскажу дальше в видосе. А почему только PS5? Да потому что я играю на этой платформе, как и Ned Luke. Остальные тоже не стесняйтесь, там оперативно публикуются все самые важные новости по GTA и моему каналу. Ссылка в описании. А мне что-то за это будет? Тебе ничего не будет за это, просто почет и респект бесконечный от нашей передачи. Вымпел какая-то, ручка? Ничего. Карточка? Не. Скидка? Не. Кто-то скажет, что GTA Online начала затухать после добавления летающего транспорта. Отчасти да, но виноват в этом вовсе не он, а стремление игроков уходить в закрытые сессии. Но если что, игроки тут ни при чем, во всем виноваты разработчики. На ПК для такого решения и вовсе стояла более острая проблема – читеры и неспособность, опять-таки, тех же самых разработчиков эффективно с ними бороться. Но сейчас не об этом. Я как олд игры могу сказать, что лучшее время для GTA Online было в 2016-2017. Это время было по-своему волшебное. Все помогали друг другу с бизнесами в открытой сессии, знакомились с различными игроками опять там же, играли в режимы. Мне, к примеру, безумно нравилась команда уцелевших, особенно Т-20 против BMX. И никого тогда не волновало, сколько кто заработает. Но с выходом судного дня все начало идти под откос. Игроки конкретно так зациклились на заработке и стали посещать несчастного Богдана по несколько раз за день. В погоне купить все, что хотелось, и просто вообще все купить. А затем сказать, что в игре делать нечего, у меня все есть, вообще все скучно и надоело. И я не отрицаю, что так было и раньше, только вместо подлодки было ограбление банка Pacific Standard. Вот только там само по себе ограбление интересное. Различные усложнения от Rockstar, как сейчас они любят делать с Перика, но только игроков там было 4, и заработки не такие большие. Отсюда и фармили только на самое необходимое. Да и меньшим составом у вас бы просто банально не получилось запустить классическое ограбление. Отсюда некоторые игроки до сих пор не смогли пройти эти шедевры. Режимы. Как вы думаете, почему невозможно выполнить карьеру противоборств на консолях? Да потому что Rockstar... Многие из них временно убрали из игры для якобы оптимизации. Но почему именно их, а не что-то другое? Да потому что все перестали играть. Даже на двойных выплатах сложно собрать хотя бы пол-лобби. Хотя раньше, до выхода Кая Перика, двойные выплаты были гарантом полного лобби на противоборствах, гонках, заданиях и других режимах. Понятно, что на вкус и цвет режимы всем нравятся разные. К примеру, кому-то нравятся скилл-тесты, а кому-то нет. А кто-то, как и я, хотел бы сыграть в старые добрые КУшечки. Но даже тот факт, что Rockstar добавили дела сообщества... Заметьте, что список дел, проверенных Rockstar, не обновлялся с 2017-м. А почему? Потому что тогда они уже активно переключились на релиз Red Dead Redemption 2 и активную разработку GTA 6. Забили болт, как они и любят.
и спрактиковали с онлайном Red Dead, и поэтому соответствующую награду невозможно получить. Нож в спину комьюнити. Но у меня есть и хорошая новость. В игре остался старый добрый дедлайн, где вы можете абсолютно в любое время вместе с друганами отлично провести время. Для запуска дела понадобится 2 игрока, а максимум 4, что говорит о том, что для него не нужно собирать большое количество желающих. Также и те же гонки и скилл-тесты отлично чувствуются и без фулл лобби. Но не стоит играть только в одно и то же. Я же знаю, что дрифт уже многим надоел. А как же скрасить себе вынужденный фарм или прохождение тех или иных заданий? Придумайте себе челлендж! Для игроков на консолях Rockstar постарались сами. К примеру, нужно пройти все сюжетные задания казино, используя только пистолеты. И многое другое, целых 30 карьер, которые, пожалуй, заслуживают отдельное видео. Ну а если у вас есть парочку друзей, в фарме вы не нуждаетесь, проходить какие-то задания неохота, а интересы на игру у всех разные, только GTA всех может собрать вместе, то поиграйте в прятки. Подробнее про различные правила, условия и типы пряток я рассказывал в видео из подсказки. Советую к просмотру. Ну и конечно же, если вы не хотите бросать играть в GTA, но вам просто поднадоело от онлайна, попробуйте закрыть все достижения в игре. На консолях это называется пройти на платину. И если вам интересно, почему же я продолжаю играть в эту игру уже много лет, то ответ прост. Я постоянно придумываю себе какие-то интересные занятия, а если чувствую, что не хочу играть, то иду проходить сюжетные игры. Ролики по Киберпанку и другим играм на канале не дадут соврать. Да и в целом, вот так выглядит мой профиль на PlayStation. Пожалуй, осталось ответить на вопрос о том, а стоит ли вам продолжать игру или вовсе ее удалить и ждать выхода GTA 6, проходя другие тайтлы. Разумеется, проходить другие игры приятно, поэтому дело, конечно, ваше, но вот что я скажу. Стоит! Как минимум летом нас ждет крупное обновление, в котором, по слухам, может появиться Майкл. Поэтому зову на помощь Недлюка с его мудрым наставлением. Пока вы ждете GTA 6, стоит продолжать играть в GTA Online, ведь каждый день вы забываете 1000 вещей. Как насчет убедиться, что это одна из них? И хватит стрелять по моему дому! Упс. But you gotta let 'em go. I know it's hard, but you're better on your own.